Польша в срочном порядке проверяет бомбоубежища, на них выделяется дополнительный бюджет. К чему такая срочность? О чем узнали польские власти? Точное количество оккупантов названо. Путин даже предположил, что сделает с боевиками после войны. Просто так он их не оставит. Самый разыскиваемый человек в Германии, человек, потерявший $2 миллиарда, внезапно обнаружился. Но кем и как? Обо всем расскажем в деталях. Президенту придется доказать, что его жена настоящая. Весь мир следит за делом первой леди, но развязка уже близко. Об этих и других самых главных событиях утро пятницы 19 сентября. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Третья мировая отменяется. Трамп заявил, что это больше не нависает над миром. Он не скрывает раздражения в адрес Москвы, но считает, что скоро мы все услышим хорошие новости по Украине. После встречи с Пентагоном и на фоне собственных переговоров с Киевом о прекращении огня. Деталей нет, но посыл предельно прямой. Белый дом ждет быстрых подвижек. Я думал, что самым простым вопросом будет Россия, учитывая мои отношения с Путиным, но он меня подвел. Он действительно меня подвел. Я думал, что получится уладить ситуацию между Россией и Украиной. Посмотрим, чем все закончится. Я считал, что это будет одно из самых простых направлений. Но мы уже уладили почти все конфликты, и, как вы знаете, сейчас мы очень активно работаем над ситуацией в Израиле и Газе. Это сложно, но мы это доведем до конца. Экономический рычаг в центре его логики. Если цена на нефть пойдет вниз, Кремлю, по мнению Трампа, придется сворачивать боевые действия. Санкции он готов усиливать, но при условии, что союзники прекратят покупку российской нефти. И при этом оговорка, которая снова стала новостью. На совместной пресс-конференции с Киром Стармером Трамп в третий раз перепутал Армению с Албанией и споткнулся на слове «Азербайджан». Azerbaijan and Albania, as an example. It was going on for years. Одновременно он уверяет, риск Третьей мировой из-за Украины уже позади, и скоро будут хорошие новости. Трамп обещает развязку, но цену этой развязки описывает нефтью и тарифами. Как думаете, сработает это? Пишите в комментарии свои мысли обязательно, это правда очень важно. Путин наконец-то признал точное количество солдат в своей армии вторжения. Более того, он хочет, чтобы эти люди после войны пришли в политику. На линии боевого соприкосновения свыше 700 тысяч человек находится. Поэтому среди этих людей надо выбирать. Надо выбирать тех, которые хотят и склонны именно к такому виду деятельности. Действительно, почему бы не сделать ставку на военных преступников? Варшава теперь будет собирать дроны вместе с Киевом. Украина и Польша запускают общий мозговой центр дронов. Совместную оперативную группу по беспілотним системам, которая берет на себя обучение і розробку нових оборонних проєктів. Сьогодні ми домовились про низку важливих кроків. Перше – це створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до складу якої війдуть представники українських та польських збройних сил. Ця група стане платформою для координації і розробки спільних ініціатив. Ми будемо інтегрувати новітні технології захисту і ініціювати нові проекти, які мають посилити захист наших людей и нашей критичной инфраструктуры. Группа объединит военных обеих стран, чтобы обмениваться боевым опытом по БПЛА, разрабатывать и тестировать тактику применения и противодействия, интегрировать новые технологии, а главное – усиливать совместимость между ВСУ и польской армией и держать планку стандартов НАТО. Стороны подписали совместную декларацию об укреплении безопасности и оборонного сотрудничества, договорившись углублять взаимодействие по разным направлениям. Шмыгаль также сообщил о совместном письме министрам обороны стран НАТО с призывом направлять экспертов и активно включаться в проекты объединения двух стран. Европа и Украина собирают дроновый кулак, теперь дело за скоростью.
Искали спецслужбы, нашли журналисты. Беглеца из Wirecard Яна Марсалека вычислили в Москве и вели по следу больше года. Команда из Шпигель, ZDF, австрийская Der Standard, американская PBS и российская The Insider заявляют, 45-летний экс-топ работает на российскую спецслужбу. Христогрозев в эфире немецкого телевидения заявил, что Германия могла бы быть гораздо активнее. Не нужно ждать, пока он сам сдастся. Это была цитата. Немецкие власти он обвиняет в халатности. По моим ощущениям, никто особенно и не хочет его находить. Если мы с маленькой командой из 4 человек и минимальным бюджетом смогли это сделать, то правительство, спецслужбы с доступом к официальным базам и метаданным просто обязаны были бы. Но за последние 2 года я не видел никаких признаков, что кто-то реально хочет поймать Маршалека. Может быть, это расследование заставит общество спросить, почему? Ян Марсалек, сбежавший топ-менеджер Wirecard, больше года скрывался в Москве под прикрытием российских спецслужб и с поддельным паспортом. Его нашли не спецслужбы, а журналисты. И теперь очевидно, что он не просто беглец, а активный агент в шпионской игре. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Массовые проверки, тесты и просьбы не паниковать. Польша проверяет план «Б» на случай большой тревоги. Государство срочно занялось вопросом того, где прятать людей, если сирены взвоют всерьез. По данным РМФ-24, силовики заказали почти 4000 инспекций уже существующих зданий на пригодность под бомбоубежища и экстренные укрытия. Первые итоги уже на столе. Пожарная служба и районные инспекции стройнадзора прошли более 2000 объектов и выдали техзаключения для гражданской обороны. Предварительно свыше 1000 зданий соответствуют нормам и могут работать как укрытие. Это не теория, а реальный резерв на карте. Деньги под это заложены заранее в программе защиты населения и гражданской обороны на 25-26 годы почти 5 миллиардов злотых. Это более чем 1 миллиард евро для местных властей. Модернизация и ремонт существующих укрытий, строительство новых защитных сооружений, развитие систем оповещения и связи. Новый закон обязывает гмины определять объекты, которые можно переоборудовать под защитные, от подземных этажей в действующих домах до будущих инвестиций. Собственникам и управляющим дают зеленый коридор, можно подавать заявки на целевые субсидии для организации временных мест укрытия и приведения зданий к требованиям защиты. Дотация способна покрыть до 100% затрат. Польша переводит подготовку из разрядов «когда-нибудь» в режим «делаем уже сейчас». Вопрос только в скорости, с которой 1000 адресов превратятся в реальную сеть укрытий. А вот у российского Центробанка все отлично, как они сами заявляют и успокаивают. Рецессии нет, есть замедление. Эльвира Набиуллина утверждает, что говорить о рецессии нельзя. Да, экономика притормозила, но падения нет. Техническую рецессию обычно понимают как сокращение 2 квартала подряд. А это не тот случай. По ее словам, летом появились признаки оживления. Выросла потребительская активность и корпоративное кредитование. Оперативные данные за лето показывают, что рост продолжается, да, более умеренными темпами. И это естественно, к сожалению, после периода перегрева экономики. И летом что мы видим? Мы видим даже признаки активизации и потребительской активности, потребительского спроса. У нас заметно увеличивается корпоративное кредитование, это показывают данные. Официальный диагноз звучит так: умеренный рост, а напряженность на рынке труда тянет назад восстановление после перегрева. В переводе на простой язык: падение не признают, ставку делают на спрос и кредиты. Вопрос только в одном: насколько хватит этого умеренного роста и настоящий ли он? Пишите свои мнения в комментариях. Как думаете вы, настоящий ли этот рост? Действительно ли российская экономика чувствует себя хорошо? Скандал, который годами травил первую леди, выходит в американский суд. Макроны идут в лобовую. Эммануэль и Брижит Макрон подали иск против блогера Кэндис Оуэнс и готовы показать доказательства того, что Брижит родилась женщиной. Адвокаты пары говорят прямо, обвинения крайне обидные и дело доведут до конца. Я не хочу утверждать, что это каким-то образом выбило его из равновесия. Но как и в случае с кем-либо, кто объединяет карьеру и семейную жизнь, когда на вашу семью нападают, это трудно для вас. И он не застрахован от этого, потому что он президент страны. Оуэнс упорно твердит, что Брижит Макрон мужчина по имени Жан-Мишель Трогнё.
ставя на кон собственную репутацию. Отступать не собирается и повторяет тезисы снова и снова. Ответ Макрона в фактах. По словам их юриста Тома Клара, среди представляемых материалов будут фото Бриджит во время беременности и с детьми. BBC напоминает, Жан-Мишель Трогнё, старший брат Бриджит, живет в Амьенье и был на инаугурациях Эммануэля Макрона в 2017 и 2022 годах. Линия истцов жесткая, Оуэнс игнорирует все надежные опровержения и разгоняет клевету ради охватов. Теперь поле боя не соцсети, а зал суда. Кто первый моргнет, когда за слова придется отвечать под присягой? Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.